Друзья, всем привет! Сегодня будет еще один день в PvP режиме 22 сезона. Меня немножко, конечно, уже скинули вниз, но я сейчас отыграю и по-любому поднимусь немножко выше. Сегодня некие такой экваторы. Можно будет подбивать какие-то итоги по ходу этого сезона. Будет сыграно 70 каток, и мы посмотрим, какой винрейт у меня будет по факту. А вы, ребят, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Это действительно мотивирует меня снимать. Ну и челлендж такой, как для меня, так и для вас. Каждый день выходят видосы уже на протяжении 7 дней. Ну что ж, ждем мы долго как-то противника, никого нам не попадается. Я надеюсь, что сегодняшний день пройдет очень-очень гладко, и я смогу сделать 10 из 10, потому что 10 из 10 как минимум подымут мой винрейт. Ну что ж, ребят, долго нету никаких противников. Вот, наконец-то, находит нам первого противника. Это, ребят, Анир. У меня по скиллам, в принципе, довольно-таки неплохо. Улучшение стихии обязательно надо брать Аниру. Пылающая звезда. Ну и давайте наверняка возьмем скорость атаки. Первый противник сегодня и сразу Анир. В принципе, у нас одинаковое количество хп. Он берет карлика, это сразу видно. Но будем смотреть, что по факту получается. У него нет ни диагональных стрел, у него стрелы в бок. Стрелы в бок, ребят, ну, я бы не советовал вам брать. Это не сильно очень такой хороший скилл для PvP режима. Так, посмотрите, он меня довольно-таки хорошо сносит. И даже я сейчас... А нет, ребят, победа. Я уже неоднократно говорил, что начинать игровой день с победы — это очень-очень важно, как психологически. Вот вы знаете, что вы уже первую катку выиграли, и дальше должно идти все как по маслу. Двигаемся дальше, находит нам нового противника, ребят. Это Лина. Ой, как я не люблю Лин. Хоть они уже не такие топовые, как были раньше, но тем не менее они могут попортить вам нервы и нанести очередное поражение. Тем более у него укрывающийся щит. Так, ребят, смотрим, что будет по факту получаться. Лина довольно-таки умная, она в меня попадает, а я никак не могу в нее попасть. Плюс у нее появляются клоны. Ой, как больно они бьют. 2 клона. Ребят, надо текать с этой половины по-любому, потому что клоны могут меня вынести просто в хлам. Так, сейчас я уже, в принципе, сравнялся по хп. Главное, что по мне не попадают клоны. Она уже в минусе. У меня больше хп, чем у этой Лины. И... Так, я думаю, что все-таки это будет, ребят, победа. Так, мне осталось сделать тычку. Да, есть, тычка есть, но клоны продолжали меня бить. Ребят, этот игрок с одного из топовых кланов на ру-сегменте этой игры, WoW. Отлично, я его выигрываю. Двигаемся дальше. Будем смотреть, что нам будут попадаться дальше за противники. Так, есть, определился следующий противник. Это, ребят, Лина с посохом. Вот такого я никак не ожидал увидеть. Реально, ну какая Лина с посохом? Ну это просто жесть. Скиллы вы видите, какие я беру? Наверняка с вероятностью 90% будет точно победа. Так, смотрите, тем более у нее один выстрел только. Вау. Но такого я никак не ожидал встретить. Я думаю, что это, в принципе, должна быть легкая победа. Хотя эта Лина в меня немножко попадает, и она приближается ко мне с посохом. Ну, капец, я просто не знаю. Это очень легкая катка, это еще одна победа. Отлично, это уже 3-я на сегодня. Осталось всего сделать каких-то 7 побед, и будет 10 из 10. И 500 кристаллов я могу положить себе в карман. А потом сходить в шахту, ребят, например, и купить себе какие-то драгоценные камни. Так, есть. Следующий противник определился, ребят. Это тоже Лина. Причем она довольно-таки сильная, но по скиллам у меня не очень хорошо. Давайте по максимуму заморозку возьмем и дополнительное хп. На 10 тысяч у меня хп больше, и карта, в принципе, ну, нормальная. Вау, у нее двойная стрела. Она мне еще и крит выдает. 2 крита в подряд. Жесть. И смотрите, у нее появляются клоны, но клоны почему-то меня не бьют. Вау, вот эта игра баганула. Вот серьезно, смотрите, она меня не бьет. Когда я играл с Джусом из Вова, клоны меня били. Сейчас они меня не бьют, и надо этим пользоваться, ребят. Я приближаюсь к ней ближе, и это еще одна победа. Эвил тоже довольно-таки известный клан. Хорошо ребята с этого клана играют, но не сегодня. Я не знаю, что произошло с игрой, ребят. Это вообще очень-очень круто. Я знаю, что такое иногда происходит. Наверняка, когда разработчики пилили обновления, они немного пофиксили Лину и что-то ей поломали, что иногда бывает такое, что клоны не бьют. Но сегодня удача на моей стороне. Это еще одна победа. Нам остается провести всего 6 каток. Но я думаю, что я бы той Лине, скорее всего, и проиграл. Так, смотрите, скиллы у меня более чем офигенные. Диагональные стрелы, упругие стены. И этого будет достаточно, чтобы победить, ну, практически, как я уже говорю, 90%. Давайте смотреть, что по факту получается. У него есть разряд, это сразу видно. Но тут без шансов, ребят. Ну, реально, когда на Анира попадают такие скиллы, это действительно без шансов. И
это стопроцентная победа. Отлично, еще одна победа, уже 5. Половину каток я провел. 5 побед есть, осталось еще 5 выиграть, и будет 10 из 10. Ой, как я жду этого. Мне всего лишь один раз получилось в этом сезоне сделать 10 из 10, и у меня есть большие шансы сделать это тоже сегодня. Так, по скиллам вы все видели, кого я взял. По-моему, противник тот же самый, который был и до этого. Давайте смотреть. Вау, он такой быстрый. Но обратно же, зачем ты берешь стрелы в бок? Но они не играют вообще никакой роли в PvP режиме. Это бессмысленный навык, который можно взять. Это еще одна победа. Если ты меня смотришь, я не советую тебе брать этот скилл, потому что он никудышний здесь. Отлично, еще одна победа. Двигаемся дальше. Остается, ребят, еще 4 катки провести. Вау, я в предвкушении, реально 10 из 10. Смотрим, что за следующий противник нам попадается. Это Таранис. Я не очень сильно люблю Таранисов, ребят, но по скиллам очень-очень заходит. Лаки день, наверное, ну вот серьезно. И давайте смотреть, что за карта. Так, это карта Тараниса, это карта Неонира. И смотрите, он меня попадает довольно-таки хорошо. И, ребят, это может быть первое поражение. Смотрите, как Таранис без шмоток никаких. Просто, нет. Это победа, супер. Стрелок. Но, скорее всего, ты с ру-сегмента, и ты, скорее всего, меня смотришь. Так что извини, если что не так. Ты действительно хорошо боролся, но мне кажется, тебе надо все-таки прикупить скин на Тараниса, прокачать его больше. И я уверен, что у тебя будет хорошо получаться играть на этом персонаже. Двигаемся дальше, смотрим, кто нам следующий попадается, ребят. Это Анир. Так, смотрите, я думаю, что тут заморозка, кровожадность. И давайте все-таки возьмем на этот раз метеорит яда. Вдруг что, он будет попадать, немножко яд будет свое действие делать, и я смогу победить. Так, погнали, ребят. Начало катки, пока никто ни в кого не может попасть. Но, ребят, смотрите, он обратно в меня попадает, у него появляются клоны, и они обратно не бьют. Не понимаю, что происходит, но, скорее всего, игра просто реально баганула сегодня в мою пользу. Это еще одна победа. Друг, извини, но, блин, вот так вот иногда случается. Я знаю, что в чате тоже часто писали, что лины попросту не били, или какие-то другие клоны не били. Не знаю, что происходит. Может, разработчики как раз допиливают что-то в этот момент, и вот так вот случается. Последняя катка, ребят. Я надеюсь, что это будет победа. В принципе, скиллы у меня довольно-таки достойные. Вы видите, что я беру. И есть большая вероятность, что именно сегодня я сделаю еще раз 10 из 10. Так, смотрим на противника. У него диагональные стрелы, но он как-то неуверенно двигается, что ли. Посмотрите, что он делает. Не знаю, что происходит. Либо он довольно-таки слабый по статистике. Но... Ребят, это еще одна победа. И сегодня я делаю обратно 10 из 10. Вау, ребят, я реально очень-очень рад. Приятно всегда делать 10 из 10. Ты знаешь стабильно, что ты 500 кристаллов заработал, когда сыграл 10 из 10. У меня на начало ролика было 16 тысяч, сейчас 16 500. И их можно, в принципе, либо сохранить, либо потратить куда-то. Итак, я сейчас занимаю 8 место. Друзья, я думаю, что меня по-любому кто-то еще сбросит немножко ниже, и я буду где-то на 10-11. Но 45 осколков я планирую все-таки забрать по окончанию этого сезона. Я надеюсь, что у меня это получится. Но топ-1, скорее всего, никак не взять, потому что там сидит плотно вот этот человек, и, я думаю, что не получится. Мой винрейн составляет сейчас 82%, он немножко поднялся. И, ребят, это экватор. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока-пока.